От кого произошел народ якутов? Почти 500 000 якутов живет на далеком северо-востоке России в условиях экстремально холодного климата. При этом они отличаются долголетием, ведут крепкое хозяйство в родном краю и, как кажется, совсем не замечают суровости их края. Откуда же взялся этот удивительный народ? Языковая маскировка якутов. Несмотря на свой выраженный северный монголоидный антропологический тип, якуты говорят на несомненно тюркском языке. Это послужило отличной нитью для понимания генезиса этого народа, ведь явно указывало на гораздо более южное происхождение. Вероятно, далекие предки якутов имели прямое отношение к тюркским каганатам на Алтае и в Западной Монголии. В X веке тюркское население Прибайкалья подверглось атаке монгольских племен. Это было самое начало триумфального вхождения монголов в мировую историю, и тюрки Байкала стали первой их жертвой. Племя Курыканы или Учкурыканы, проиграв битву монголам, было вынуждено спасаться бегством. И не в степи, где их легко настигнут бывалые степняки-монголы, а в тайгу, уходя все дальше на север. В якутских легендах говорится о вождях Эйлей-Баутар и Амагой-Баай, которые плыли вверх по течению Лены до тех пор, пока не нашли удобное место для выпаса скота, с традиционным промыслом не хотели расставаться и в изгнании. Курыкане известны китайцам как сильный народ, имевший тысячи тяжелых пехотинцев и живших у Северного моря, Байкал. Их знали в тюркском каганате и даже в Персии, как народ Фури. Народ этот дик, буйен нравом, очень воинственен. Тем не менее, даже археология подтверждает, что культура курыкан была заменена на явно монгольскую культуру хари, что означает изгнание или истребление первой. Прибыв в современную Якутию, тюрки-курыкане на 2 головы были сильнее и прогрессивнее местного населения, близкого к эвенкам. Они без труда подчинили аборигенов, дали им свой язык и культуру, и за 400-500 лет смешались с ними в один народ. Якуты, вернее еще тюрки, в процессе адаптации создали много новинок в образе жизни традиционного населения. Вывели морозоустойчивые породы лошадей, собак и коров. Научились запрягать оленей в упряжки степного типа. Антропологически якуты типичные северные монголоиды центральноазиатского типа, крупные, высокорослые, с выраженной складкой века, широким и плоским лицом, пониженным ростом бороды у мужчин. Почти ничего не выдает в них более южное, тюркское происхождение. Генетики говорят о доминировании гаплотипа N1A1, также типичного для Восточной Азии. У современных якутов часто встречается и группа R1A, которую связывают со славянским населением и метисами между якутами и русскими. Собственно, последних называют сахаляр, в то время как самих якутов сахалар. Переход якутов в Россию был сложным. Казаки, которые первыми пришли в Якутию, отличались крайней жестокостью к населению, якуты платили тем же. До сих пор слово «казак» в якутском является синонимом «злой дух». Якуты поднимали восстания, откачевывали на север и восток, но бунты подавлялись, а в новые кочевья вскоре приходила царская власть. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.